Всем привет! Вы на канале Просто Смак, на котором мы, как всегда, с огромным удовольствием и безграничной любовью делимся с вами нашими простыми, проверенными семейными рецептами. В этом видео мы будем готовить нереально вкусный торт Карпатка. Торт Карпатка, приготовленный по этому рецепту, получается очень легкий и по вкусу чем-то напоминает пломбир. Рецепт проверенный, так что рекомендуем приготовить этот нереально вкусный торт Карпатку. А начнем мы с заварного теста. В кастрюльке смешиваем 150 граммов воды и 150 граммов молока, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара, а также 120 граммов сливочного масла. И прогреваем всю эту массу до полного растворения масла. Затем высыпаем 200 граммов муки и завариваем тесто, пока оно не соберется в один комочек и не уйдет лишняя жидкость. Перекладываем тесто в удобную посуду и даем ему немного остыть. Затем вводим по одному яйцу и начинаем вымешивать. Можно это сделать ложкой, но если вам будет так удобнее, можете это сделать с помощью миксера. Итак, мы вбили все 6 яиц, и у нас получилось жидковатое тесто. Далее в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму диаметром 25 см выкладываем половину нашего теста, распределяя его по всей плоскости, и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, примерно минут на 15-20. Все зависит, конечно же, от вашей духовки. Корж получается с красивыми неровностями, похожими на Карпаты. Перекладываем его на тарелку и проделываем все то же самое со второй половиной теста. У нас получаются невероятно красивые коржи. Для приготовления крема нам понадобится 5 яиц, 100 граммов крахмала, 250 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара. И всю эту массу смешиваем до однородного состояния. Затем 1 литр горячего молока вводим тонкой струйкой, чтобы яйца не заварились. Нужно помешивать венчиком. Далее всю массу отправляем назад в кастрюлю и варим заварной крем на умеренном огне до загустения, постоянно помешивая. Накрываем крем пищевой пленкой и даем ему полностью остыть. Затем берем 300 граммов размягченного масла комнатной температуры и начинаем взбивать его до бела. Во взбитое масло добавляем остывший крем до комнатной температуры по 1 столовой ложечке. Крем получается невероятно вкусным и нежным на вкус. Далее выкладываем весь крем на уже готовый корж. Во втором корже заполняем все плоскости кремом, разравниваем его и накрываем вторым коржом. И затем весь торт накрываем пищевой пленкой и отправляем его в холодильник на несколько часов, а еще лучше на всю ночь. Вот такой вот необыкновенный и вкусный торт у нас получился. Присыпаем наш торт Карпатку сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Как видите, рецепт действительно очень простой, ну и главное, очень вкусный. Торт получается нереально вкусным, просто пальчики оближешь. Рецепт проверенный, можете смело готовить, как в принципе и все рецепты на нашем семейном канале Просто Смак. Друзья, спасибо за ваши просмотры. Если рецептик понравился, не забываем поставить лайк, нажать колокольчик, ну и написать нам комментарий, как вам рецепт Карпатки. Ну и конечно же, если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь, нам будет приятно. Ну а вы, подписавшись, не пропустите наши новые, простые, вкусные, семейные и главное, проверенные рецепты. До новых простых рецептов на канале Просто Смак. До встречи, друзья!